Всем привет. Кузь, вылезай. А что ты там сидишь? Пилили, полчаса не давали записать видео. Всем привет, опять обзор проведет Кузя, опять он не подготовился, поэтому он съебется, обзор проведу я. Всем привет, у нас сегодня топ-10 моноблоков. Так же, как вы проголосовали, у нас предыдущий был топ-20 сабвуферов, и в конце я предложил вам проголосовать, на что следующий топ снимать. Вы проголосовали за моноблоки. Мы объединили так же, как по сабвуферам, по моделям моноблоки. То есть у нас там Magnum 1500 и 450, они не на разных строчках, они объединены в одну, так же как с Kicks QS серии. Хочу опять напомнить, что это не топ моноблоков самых мощных или самых крутых, или даже самых продаваемых везде. Это моноблоки самые продаваемые у нас в магазине. На 10 месте Урал DB2500 и DB3500. 6000 нет, потому что мы их не продавали. Не знаю по какой причине, их не было нигде, практически очень быстро закончились, ну как я понял. 2500 и 3500 у нас в магазине были, они тоже не в самом начале года к нам пришли, поэтому возможно мы бы их продали больше, если бы они были весь год. Ну вот они у нас по продажам занимают 10 место, у нас есть по ним обзор и тест мощности, можете посмотреть на нашем канале по ним обзор. Это те самые усилители, на которых написано как-то специально для идеальный для соревнований по звуковому давлению. Ну, в обзоре можете посмотреть, идеальны они или нет. Стоят они очень даже приемлемо для такой мощности. И там, по-моему, затроллили мы только терминалы. И тоже там со стороны представителей Урала у нас были претензии. Они сказали, что нормальные терминалы, что вы их затроллили. Ну, мне не понравились. Там были заусенцы и цвет вот этот вот китайский золотой. А так моноблоки хорошие, выхода из строя у нас там каких-то брака там откровенного ничего такого не было. И хоть они появились поздно, достойно 10 место заняли, открывают наш сегодняшний рейтинг. На 9 месте Kings Audio TSR 1800.1. Маленький, стабильный, мощный, хороший моноблок в средней инсталляции, без какого-то там супер фанатичного валева. Можно раскачать два там 500-800 ваттных сабвуфера, с головой хватает. Очень стабильный, очень хорошее управление, он корейский. И ценник, ну, может быть чуть-чуть завышен, но в принципе приемлемо. Отличный моноблок, занимает у нас 9 место. На 8 месте моноблок, который выделяется из всего рейтинга, он единственный такой у нас в этом рейтинге. Это UGO 2500. Они у нас стоят в тренажке, 2 штуки на фронт, на левую и на правую дверь, на среднечастотнике. Очень мощный моноблок, у которого есть вот одна особенность, которая выделяет его из всех остальных моноблоков. Он имеет фильтр низких частот до 10 кГц. То есть это моноблок, который можно ставить не только на сабвуферы, но и на очень мощный фронт. Вот так же, как мы используем в тренажке. То есть, чтобы было понимание, это моноблок воспроизводит не только низкие частоты, но и достаточно внушительный диапазон средних и высоких частот. Отличное решение как по размеру, так и по цене для инсталляции с большим количеством одинаковых динамиков. Ну вот яркий пример тренажка, и не только в тренажке, очень много где в таких мощных фронтах используется этот моноблок. Конечно, это D-класс, это влияет на то, что возможно ухудшается качество звучания, но повышается КПД, усилитель потребляет меньше мощности, больше мощности отдает, и при этом он выполнен в очень компактном размере. Это и отличает усилители D-класса от усилков AB и A-класса. 7 место, стремительно ворвавшаяся компания ACV ее называют. У нее очень много сабвуферов корпусных, очень много бюджетных решений. И вот именно из-за того, что моноблоки эти очень доступные, 1.800 и 1.1200, именно за счет бюджета они так хорошо выстрелили, и нет практически брака, но очень малое количество брака для такой цены. Это очень бюджетные усилки. Есть 4-канальники очень известные, но вот именно моноблоки 1.800, 1.1200 очень низкой стоимости и достаточно хорошего качества, хорошей надежности. Они у нас ворвались на 7 место, хоть тоже мы их и не весь год продавали. Хорошие продажи, достаточно неплохая стабильность, хотя вот лично у меня моноблоки вот так оформлены, так собраны, не вызывают доверия, я ожидал худшего.
но у нас практически не было обращений по ним, никаких головников, поэтому моноблоки остались у нас в магазине, мы их продаем очень, очень много. Шестое место. Один из самых компактных усилителей моноблоков, которые можно найти, это Kix AD 1.400. Очень плохие были первые модели, то есть я их помню взял несколько штук, мы продали, практически все нам вернулись с каким-то браком. Они очень сильно перегревались, они отдавали очень мало мощности, вернее много мощности они тоже отдавали, но при этом выходили из строя, и как бы я их не рекомендовал. В последнее время по ним обращений тоже практически не стало, доработали моноблок. Моноблоки реабилитировались и в принципе сейчас продаются в инсталляции начального уровня. На слабенький сабвуфер, там 150-200 ватт, их в принципе можно рекомендовать. Конечно, от 400 ваттах там честных, чистых речи не идет. Ну вот обычный сабики, он в принципе раскачивает. Главное не подключать его в низкоом ни в коем случае, желательно в 4 Ома, в крайнем случае 2, но очень аккуратно следить при этом за температурой нужно. Ну в 2 Ома я в любом случае не рекомендую подключать, лучше в обычной инсталляции, где САП на подзвучку, 4 Ома этот моноблок будет работать хорошо. На пятом месте монстры Audio Extreme AE серия 3500, 5500, 12000. 12-тысячники, я не знаю, сколько их было продано в России, очень много, несколько сотен, и практически все очень крутые инсталляции были собраны именно на этих моноблоках. У них были конкуренты только Ground Zero 10-тысячник, который по сути он же и есть, там у них абсолютно одинаковые кишки, и чуть позже мы получили Pride 10K, который чуть-чуть доработан, там по-моему каких-то конденсаторов добавлено немножко, он чуть-чуть длиннее по размеру, и он отдает чистой мощности больше на 200 ватт. Но их тоже пришло не очень много, успели они занять свое место во многих очень крутых инсталляциях, эти прайды, но вот с количеством аешек 12-тысячников, по-моему, сейчас ни один моноблок вот такого уровня в России не может сравниться. Основные конкуренты у него, вот, как я сказал, уже Ground Zero Pride, можно еще туда же Taramps приписать 14К, ну он будет мощнее, хотя может быть не такой стабильный. Еще в очень малом количестве подобных было продано это American Bass. По-моему, 1000 или 10 тысяч он назывался, если честно, не помню. Это практически все одинаковые усилки за мелкими изменениями. У них другой корпус, там на плате может быть где-то сделано шиной, где-то сделано проводом. Выходили они из строя. В принципе, все мощные моноблоки выходят из строя. И вот по 12-тысячникам, что очень круто, это ремонтопригодность и то, что Альфард без проблем менял, чинил эти усилки. У нас были проблемы тоже с этим усилком, и вот без проблем нам меняли, и все, кого я знаю, через нас обращались люди по гарантии. Audio Extreme я бы здесь отдал предпочтение только потому, что если вы купили, например, American Bass или Ground Zero, у вас возникнут проблемы с гарантией, у вас возникнут проблемы с ремонтом, вам нужно искать сторонних каких-то мастеров. Audio Extreme же можно было просто отдать на Альфард, и вам либо отдавали новый моноблок, либо чинили его. В этом же модельном ряду есть 5500 и 3500. Очень много тоже примеров, и даже в очень крутых инсталляциях, очень громких было, и 3500, и 5500 я лично использовал и тот, и другой. В Форде на 2-3-500 уходил за 153,5 децибела, они отдавали вместе 7-8 киловатт. По 3500 и 5500 гораздо меньше было проблем, чем с 12-тысячниками. Их практически не было. То есть моноблоки очень стабильные и очень хорошо давали мощность. Сравнить 3500 я могу с M3B, с Digital Designs. Практически ту же мощность они отдавали, и вроде все то же самое. Но вот именно на примере инсталляции в Форде у меня стояло два моноблока в параллель, каждый из которых работал в 0,175 Ом. И Digital Designs при этом раньше уходили в защиту. При результате 150,5 децибел. Подкинув Audio Extreme, я получил, в принципе, обычной чистой мощи то же самое, но в пиках, там где моноблоки уже рубились в защиту DD, Audio Extreme продолжал еще жарить, уходил в защиту позже, и вот просто заменой двух моноблоков я нагнал еще 3 децибела. То есть DD уходили в защиту при 150,5, Audio Extreme выходил в защиту при 153,5. Стоит отметить то, что я делал замеры 2-3-500, которые работали в 0,175, и сравнивал с 12-киловаттником альфардовским же, который работал в 0,3. И прикол в том, что показали они в принципе одинаково.
И по цене, если достаточно большим опытом обладаете, можно было поставить 2-3 500 и вытащить ту же мощность, что с одного 12-тысячника. Это вот было на практике. То есть я стрелял в Форде с 2-3 500 и снял с них 7,8 киловатта. Эти же 7,8 киловатта я снял с одного 12-тысячника. Не знаю, насколько там было больше-меньше клипа, но смысл в том, что если мы возьмем порядок цен, за 3 500 они стоили тогда порядка 30, там 35 тысяч, и Audio Extreme стоил порядка 80-90. А за гораздо меньшие деньги, большим геморроем в подключении вы могли получить ту же мощность, используя 2-3 500. 5 500, конечно, были еще мощнее. Четвертое место занимают линейка Pride, Little One, 1.2К, 4, 5 и 10-тысячник. Четвертое место они заняли, надо честно сказать, только за счет Little One и 1.2К. Их очень много было продано. Мало было конкурентов в этой цене. Тот же Ганнибал 1500, которых одно время вообще не было. Отличные моноблоки, маленькие, компактные, хорошее управление, собранные в Корее, тоже вот, не докопаешься. Много продано, никаких проблем по возвратам именно слабых не было. Были проблемы с восьмерками, но мы их не продавали, просто я слышал у ребят. Были такие проблемы. И с десятками, точно такие же, как с Audio Extreme или с Ground Zero. Они, при таких мощностях, конечно, не все моноблоки могут стабильно отработать год, происходят какие-то там мелкие или не очень мелкие поломки. Но вот по слабым моноблокам компании Pride плохого вообще ничего сказать нельзя, отличные моноблоки. И занимают они 4-е место. На 3-м месте расположились всего две модели Ганнибал HLX 1500 и 2000. Вот практически то же самое, что Pride, про который я до этого говорил, 1.2К, 2К. Но их продано гораздо больше, они дольше у нас продаются. Уже зарекомендовали себя, та же Корея, отлично собранное, отличное управление, мощность, супер усилки на 1-2 не очень мощных саба. Например, вот 1500 отлично в таких инсталляциях, где там в сандалях 2 SA12 или 2X12. Туда можно и 2-киловаттник было уже засунуть. Вот полторашка справлялась с большинством задач в обычных громких повседневках. Второе место, целая армия киксов серии QS. Туда попали 350, 600, 900 и, конечно, легендарный тысячник. У Кикса, наверное, большой провал был в отделе маркетинга, когда они давали название этим усилкам. Они гораздо мощнее, чем вы можете судить по названию. То есть 1.600 воспринимали как 600-ваттный моноблок. Но заявка 600 Вт у него была на 4 Ома, они почему-то именно мощность в 4 Ома и указали на упаковке и в названии моноблока. В 1 Ом эти усилки уходили гораздо дальше, тот же 600 я бы назвал киловаттником, 900 я бы назвал полторашкой, двушкой, и с тысячника снимали и 3, и 3,5 киловатта. Не самые стабильные были первые версии, не то что первые, я начал заниматься, вот когда продажи автозвука, эти тысячники уже продавались десятками, сотнями, их очень много продавалось, и тогда было много обращений по гарантии. Часто выходили из строя моноблоки, может быть, опыта у СПЛщиков было тогда меньше, их тупо полили. Сейчас такого не наблюдается, они выходят из строя, но не больше, чем там любые другие моноблоки. У нас очень много продается серии QS, не только моноблоков, у нас очень хорошо продаются 4-канальники. О них мы поговорим в топе 4-канальников. Моноблоки заняли достойнейшее 2-е место. Это компания Kix, серия QS. И я могу смело рекомендовать всю линейку этих моноблоков. Единственное, что добавило дегтя в бочку меда, это выросший из-за курса доллара ценник. Он вырос, можно сказать, пропорционально курсу доллара. Если Альфард и другие компании там поднимали не в 2 раза ценники. Kix тысячник, который стоил до падения рубля около 10-12 тысяч, стал стоить 20 и больше тысяч. Потом они чуть-чуть урегулировали цену. Сейчас его можно купить там от 17 до 20 тысяч. Но в любом случае цена выросла в 2 раза, и он как бы потерял привлекательность на фоне таких моноблоков, как Урал 2500 и 3500 и достаточно завышенный ценник. Мне кажется, что вот тысячнику хорошая цена была бы там 15, 16, 17 рублей, но они вылетают под 20-ку сейчас. И то же самое касается 600-го, 900-го. Хорошие моноблоки, но достаточно дорого они сейчас стоят. Хотя и пользуются спросом, их покупают, ставят, и проблем с ними нет. А первое место опять Magnum. Опять Magnum, так же как в случае с сабвуферами.
Супер удачное решение там и в плане маркетинга, и нишу правильную заняли, и хорошее ценообразование, отличная дистрибуция. И не только в нашем магазине, но по всей России эти моноблоки продаются огромными количествами. Это Magnum M450, M800 и M1500. Сейчас они сделали ребрендинг, и они уже называются не Magnum, а Machete. Пусть вас это не вводит в заблуждение, это те же самые моноблоки, только вот поменяли на них название. Все эти моноблоки были у нас на тестах, мы снимали с них мощность, сравнивали с конкурентами, можете найти в ранних наших видео. Сейчас линейка Machete дополнилась еще и MFC серией, она у нас не попала в рейтинг, тоже очень мало их продавали, ну, недавно она появилась. Там чуть-чуть другая мощность, другая схемотехника, немножко отличается цена. Главное отличие в том, что эти MFC мастятся, а Магнумы, вот M450, M800 и M1500, они не мастились и не мастятся, да, сейчас. Если вам нужно там моноблоки, которые работают в мост, можно посмотреть на MFC. Магнумы по-прежнему остаются у нас лидерами продаж, как я уже сказал, по основным критериям, которые нужны для того, чтобы продукт продавался лучше других. У них отличная дистрибуция, хорошая реклама, отличное соотношение цена-качество, отличное качество и так далее. Вот такой у нас экспресс получился топ-10, потому что про сабвуферы гораздо больше мы рассказали. Смотрите наше предыдущее видео, про них больше можно рассказать. Моноблоки тут как бы такую роль рабочей лошадки выполняют. Лицом инсталляции всегда является сабвуфер. Это тот, кто в аудиосистеме работает больше, чем любой другой компонент. Поэтому, наверное, про сабвуферы немножко длиннее видео получилось. Моноблоки, надеюсь, топ вам тоже понравился. По магнитолам топ мы, наверное, снимать не будем, да, Тём? Там один Пионер. Вот топ-10, я не знаю, вот у нас Пионер настолько хорошо продается, что у нас тут только топ-10 Пионер. Там чуть-чуть затесалось пару строчек Alpine. И как бы топ, если вам интересно топ по магнитолам, ну это будет чисто Пионеры разных моделей, вы посмотрите, какой продается лучше, хуже. И в принципе, я думаю, это видео будет дублировать обзор наш всей линейки Пионер. Вы можете посмотреть тоже в ранних видео, они разбиты по сериям, 2000-я, 3000-я, там 560, 460 и другие. Поэтому следующий обзор я вижу лично как обзор мидбасов либо среднечастотников. Мы точно так же сделаем голосование ВКонтакте, вы проголосуете, какой обзор делать следующим. И, короче, подписывайтесь, вы там все знаете, что вам делать. Смотрите, что вы пропускаете, если вы не подписаны. Хаммер продолжается. Тёма с Кузей не проеб... А что вы проебываетесь? Не съебаться. Да, съебись. А ты тут давно вообще сидишь? Кузю постоянно выгоняю с Хаммер. Некультурно как-то.